Время час 13. Добрый день, Евгения. Над Петербургом тучи ходят хмуро. Сейчас вам покажу. Это вот с севера города приближается гроза. Я бы не сказал, что нам не везет на прогулки, или точнее нам везет на дождь. Это как посмотреть. Сегодня хочу дойти до выставки «Мой Петербург». Выставка проходит на Парке Победы, метро Парк Победы. Выставочный комплекс, интерактивный выставочный комплекс «Россия. Моя история». Там есть и платные какие-то сейчас выставки, но и в одном из залов организована бесплатная выставка до какого-то там ноября или сентября, октября. На заставке у меня была дата. Поэтому так, слышно хорошо. Спасибо. Привет всем. Привет, Алена. Так. Ладно, откладывать долго не буду, долго застаиваться, потому что с минуты на минуту может пойти дождь. А нам это не надо. Точнее, ну как, надо. Нам не надо попадать под дождь. Я, конечно, сегодня вооружен. Сейчас я вам покажу. Тут все прекрасно. Прям тучная. Она здесь уже оккупировала весь север, восточную часть города. Ну и вот уже к югу здесь приближается. Итак, метро Парк Победы. За спиной у нас Московский проспект. Сейчас вас проведу Так, что-то тут отвалилось. Приложение закрылось. Не знаю, на каком моменте я пропал. Сейчас по пути к выставке я вас проведу немножко через... А как тут дорожка идет? Вот так. Через Парк Победы. Можно по прямой, по быстрому. Это вот по этой тропинке справа. Телефон на лавочке там потерял. Так вот. Но я красоты ради проведу вас через центральную часть парка. В парк надо, конечно, гулять, ходить лично. Ну и на выставке. Но мы тут уж так. Двух зайцев. Я вам покажу, что это. Что такое есть. Вообще, я не знаю, попадем ли мы. Пустят ли нас вот в таком виде, как я сейчас. С камерой, со штативом. Вот эта вся история. Скажут, что может быть тут лазутчик какой. Хочет украсть у нас идею. Ну, так в коммерции воспринимают человека с камерой. Это ладно. Добрый день, Игорь. Слышно хорошо. Отлично. Главное, чтобы мне не приходилось опять орать. Опять же, я что-то орать начинаю, потому что сам себя хуже начинаю слышать это, когда вдоль дороги иду. А вам-то оказывается, что при моих криках немножко звук и качество голоса теряется. Мне надо как-то себя контролировать. Парк Победы. Про него можно на самом деле записать отдельную прогулку с историей парка, с какими-то интересными фактами, но это не сегодня. Парк большой по территории, есть несколько прудов. Названия у них все не то чтобы интересные, но
Капитанский, Матросский, да, там, по-моему, Адмиралтейский пруд, Детский пруд. Части из них есть, немного виснет. Но я вам открою тайну. Хорошая адвоката там, кстати. Я что-то ничего не понял. Транслит не читаем. Детский интерактив с мыльными пузырями. Смотрите, у нас сейчас по ходу нашего движения будет голубое небо превращаться в серое и картинка в целом сереть. Видите, такие скульптурные группы на островках интересные. Часть прудов между собой связана, и под мостиками можно проплывать на этих лодках. Парк абсолютно советского периода постройки. Из таких грустных, скажем, моментов истории парка в годы Великой Отечественной войны на территории парка находился крематорий, куда свозили трупы блокадных ленинградцев. Такой оборотная сторона парка — это, конечно, история войны, и еще есть, бытует мнение, что парк на костях. Ну это ладно, давайте не про это. Мой Петербург, выставка. Там в описании я прикрепил немножко ссылочку на саму выставку, и там можно предварительно ознакомиться и понять, что это, кто это. Ну а вам сегодня постараюсь прям в онлайн режиме показать. Сильно разгуливать не планирую. Там 3 часа это, конечно, сегодня будет перебор, ибо вообще через полчаса по прогнозу в данной местности блеванет так, чтобы смывать будет в эти пруды всех и вся. Ну, я имею в виду грозу. Вот прикольно. Так, что Валентина. Восставка. Ой, господи, транслит. Валентина, извините, но транслит это не так. Тяжело. Дольше пытаешься придумать, что имел в виду автор. Без обид, но тяжело. Тяжело такое читать. Тут я пока ехал, читанул в целом, как люди посещают эту выставку. Вход бесплатный. И, скажем так, билет бесплатный. То есть это нам надо, когда, наверное, в какую-то кассу все-таки постучаться, нам выдадут билет. Ну и дальше там по количеству людей, желающих посетить эту выставку, ограничивают доступ. То есть, чтобы внутри выставочных залов не было толчии, и чтобы экспонаты не были там повреждены толпой, пускают по 40 человек. Возможно, придется нам постоять в очереди, дожидаясь своей. Да? Это как бы вроде бы бесплатно, но ты все равно в очереди стоишь. Это интересно. Вот здесь, например, да, пруд в парке. И дальше здесь, вот показываю пальчиком, и девчонки сидят на лужайке. Там мостик,
и соединяется с другим прудом. И вот там сейчас прямо, где синяя какая-то штукалянция, там тоже еще один мостик. Наверное, даже мы сейчас по нему пройдем. Там за ним детский пруд. Детский не только потому, что он маленький, а еще потому, что за ним детские аттракционы. Вот видите, уже зонты открыли. Кто переживает за свою чудесную прическу. Вот такая серость на нас надвигается. То есть мы сейчас движемся, и слева от нас север, и гроза как раз идет оттуда. Ну, я бы даже сказал, с Ладоги. Может быть, с Ладожского озера гроза идет. Так, ну смотрите, видите, трансляция подвисает, это ютубчик. Вот у меня показывает отдачу нормальную. Тут мы приходим, наверное, к тому, что все-таки надо менять будет площадку. А нет, мы не пойдем по этому прудику, потому что я вас сейчас здесь выведу и покажу новую СКА-арену. СКА — это хоккейный клуб Петербурга, спортивный, спортивный клуб армии. В частности, вот здесь хоккеисты у нас. Ледовая арена с печальной историей. Старое здание СКА-арены, была начата его реставрация. Хотели вроде как бы что-то там оставить историчное, потому что все-таки какая-то уникальная крыша там была с уникальной технологией. Но при демонтаже было обрушение. И там как карточный домик, или как вот эффект домино был. То есть одна колонна начала падать, и все, и завалило все остальные по кругу. Кадры, конечно, достойные какого-нибудь блокбастера. И было бы, можно было бы сказать, это выглядело круто, но если бы в тот момент не погиб один из рабочих. Вот. Ну, в итоге, по-моему, чуть ли не за 2-3 года, я могу, конечно, врать, но как-то вот у меня это мои ощущения, как-то очень быстро отстроили новую арену. Она чуть ли там не самая большая хоккейная арена в Европе. Что ли там 40 тысяч, может быть, это и в Ираке. Ребятки, у кого подвисает трансляция, я не знаю, кому что как порекомендовать. Возможно, надо уменьшить качество картинки. Конечно, в шакальном качестве не очень приятно смотреть, но зато не будет подвисать. Ну, это я заметил по просто видеороликам на YouTube. Если же вот все так и будет, и вам некомфортно смотреть, и не будете это терпеть, сразу говорю, трансляция будет сохранена, возможно, можно будет посмотреть это все в записи, и запись также будет перезалита на ВК-видео и Яндекс.Дзен, то есть можно будет посмотреть там в записи. Мы вот уже Парк Победы насквозь прошли, перед нами новая СКА-арена, футуристичная, опять в стиле какой-то летающей тарелки приземлившейся. А сам выставочный комплекс у нас вот находится чуть правее от СКА-арены. Да. Здесь у нас что? Проспект Космонавтов получается? Да, нет. И вот эта замечательная серость. И уже прям ветер оттуда я
ощущаю и мелкие капли. Так что нам сейчас надо быстренько добежать, максимально быстро добежать до выставочного зала. Мы тут стоим, ждем светофора зеленого разрешающего. Смотрим, любуемся СКА-ареной. Уже здание действующее. Слева, справа, я так понимаю, кассы. О, бежим. Ну и как-то к нему доступ гораздо проще и дружелюбней, как будто бы, нежели у «Зенит-арены» на Крестовском острове. Видимо, вместе со строительством СКА-арены облагорожена территория. Сейчас мы как раз пройдемся. Видите, эти свежие новые газоны, по линеечке высаженные красные, клены. Снизу как будто бы кусты, могу соврать, но как будто бы боярышника. О, входы по кругу. Вот такая же история, как в «Зенит-арене». То есть, если раньше был один вход и выход, и вот эта вся толпа ломилась, то сейчас по периметру сделали вход в СКА-арену. Кому-то везет, у кого-то еще в той местности, где вы живете, Ростелеком свои ручонки пакостные не дотянул до ютубчика. Так, знаете что? Сейчас по звуку, может быть, поймете. Ап. Я открыл зонт. Но я сегодня подготовленнее, чем в прошлый раз. Я на всякий случай взял и дождевик. Поэтому, возможно, если все-таки сколько-то человек будет на стриме, впереди какой-то голос слышу, как будто там спортивное мероприятие идет. Вот такая интересная площадка здесь у СКА-арены. Так, подойду хоть к какой-нибудь табличке. Слушайте, много лавочек, много урн, подсветка, столбы интересные. Территорию облагородили. Я вот сильно не помню, как оно было раньше, и как будто бы раньше вообще было недоступно. Ну да, там еще футбольное поле сделали. Так, вот тут есть табличка, сейчас будет у нас впереди. Так, и здесь многофункциональный спортивный досуговый комплекс СКА-арена. Угу, все понятно. Ага, путь, границы территории, вход на территорию. Ну, хорошо. Нам на выставку. Какие-то вендинговые аппараты есть. Выпить, перекусить сладенького и шипучего. Слушайте, дождь идет, но при этом очень высокая влажность и душновато. Прям духота. Ладненько, давайте еще 5 минут, и мы уже будем у выставочного интерактивного комплекса «Россия. Моя история», в котором, надеюсь, нас ждет выставка «Мой Петербург». Выставка бесплатная, каждый может сходить. Сделана в виде, насколько я понял по карте на сайте выставки, в виде лабиринта. Почувствуйте себя в Икее. В виде лабиринта, соответственно, ты не абы как ходишь, а последовательно зала и в зал, из зала и в зал следуешь какой-то генеральной идее
создателей выставки. Вот уже баннер. Россия, моя история. То есть здесь сейчас не одна выставка одновременно проходит. Впереди еще виднеются флагштоки уже с флагами империи российской, современный флаг России и флаг СССР. Сколько флагштоков читать не буду. Но сами флаги небольшие. Надеюсь, очень надеюсь, что людей будет немного, хотя вот тут по машинам вся парковка заставлена. Надеюсь, нам не придется, во-первых, стоять в очереди, а во-вторых, мы в принципе попадем. Ага, слушайте, очередь я уже вижу. Очередь я уже вижу. Ну что ж, будем стоять в очереди. Что поделать? У нас есть зонт. Будем стоять в очереди под зонтом. Тут читал статью, как девушка сходила на эту выставку. Она говорит, что тоже была очередь, но в очереди постоять пришлось всего лишь минут 10. Поэтому я думаю... Так, здесь, наверное, выход. Или что здесь? Надо будет кому-то что-то показать. Что, сумку показывать? Ну да. Давайте, похвастаюсь. Больше. Можно и это, стаканом убить. Алкоголя Не. Вот тут некоторые на ярмарку с травматикой ходят. Ну, кто-то по жизни с травматикой, а тут уже все, и налево вход, да? Странно. Слушайте, мы как-то краями и оказались мимо очереди прошли. Так, как-нибудь я тут проскочу. Так, куда идти? Сразу вижу, смотрите, здесь туалеты, камеры хранения. Я, наверное, даже пойду и в камеру хранения сдам зонтик. Или на Петербург. Сдам зонтик. И рюкзак положу, чтобы мне это все дело не таскать. Вот, камеры хранения имеют такой вид замечательный. Я не буду говорить, в какой я положил зонт. И рюкзак. Ага, все, отлично. Все, я оставил. Люди выходят. Ну, видимо, там туалет. Мой Петербург. Все ходят и не понимают, куда надо идти. А, наверное, тут, слушайте, мне говорили, что должен быть гид или какое-то место встречи, с которого это все должны будем стартовать. Такая вот карта у нас. Что мы здесь? Московский вокзал видим. Макет Казанского, Исаакиева. Все раскидано, конечно, не так, как оно есть. Но здесь Санкт-Петербург, Великий Новгород. Движемся правее. Это как бы железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. У нас и Сапсан едет, и простой грузовой. Ну и справа у нас Москва с Ленинградским вокзалом. И Москва-Сити и со всеми. Так, а что? А где? Давайте читать. Осмотр выставки с гидом каждые 10-15 минут.
А можно глупый вопрос задать? А через сколько уже гид побежит? Буквально где-то через 8 минут. 8. Ну, в 2 ровно. Спасибо. Вот, каждые 10-15 минут будет гид. Соответственно, осталось 5 минут, стоим, ждем и пойдем с гидом. Гид, насколько мне стало известно и понятно, ведет не по всей выставке, а только лишь первые несколько залов, а дальше оставляет вас одних, и можно уже самому ходить по выставке. Очень много интерактивных экспонатов должно быть, поэтому я здесь тихонько встану в углу, дабы никому не мешать. Вот. Ну и слушайте, как-то вот видите, лайфхаки вам заодно показываю, как без очереди попасть. Причем там как будто очередь-то даже не на вход, а на проверку была. Но мы как-то вот были сбоку и без очереди, хоп-хоп, чедогоп. Видимо, направо. А скажите, пожалуйста, в принципе, а вот если туда я налево пойду, я где окажусь? На выставке, но без гида? Нет. Потому что выставка только в правом крыле. А там выход? Там есть выставка, но она закрытая. Она только по времени, и она платная. А так вы можете с той стороны попасть только на 3-й этаж. Ну, я имею в виду вот в эту арку. Ну, вот если Вот, вы всё, пойдете всё. в ту арку и направо повернете, Да. там будет лесенка, буфет на 2-м этаже и лесенка на 3-й этаж на Пушкина Лукоморье. И Понятно. также вы можете попасть вот в атриум, на мероприятие, которое сейчас проходит в Невском районе. Ясно. Ну, с той стороны. Всё, понял, спасибо. Так, здесь в музее есть бесплатный Wi-Fi. Вот, посмотрите. Выставка до какого-то... сейчас скажу. Или не скажу. 1 октября. До 1 октября. Вот, подсказали мне. Соответственно, у вас еще целый август, целый сентябрь. Все для вас. Я думаю, мы бы и без гида могли пойти. Есть такое ощущение. Но я хочу с гидом, чтобы гид немножко рассказал. По идее, насколько... Из-за того, что пускают там иногда при большом количестве людей по 40 человек, соответственно, наверное, накапливают группу. Хотя нет, по времени. Так, время уже 58, но еще должны быть 2 минутки, и мы пойдем. Ну да, слушайте, стоять не страшно, потому что это не час, не 2. 5 минут мы и подождем. Сразу видно, что здесь вот там в уголочке тоже есть какие-то кофе такой, кофе сякой. Просто вода есть, кулер с водой бесплатный, со стаканчиками. Ну и вот, видимо, люди сейчас выходят, это выход через туалет. Табличечка туалет, вот. Видимо, там все так, кто-то от счастья, кто-то от страха, но извините за мой юмор. Все. Уважаемые гости, начинается сеанс на выставку «Мой Петербург». Пожалуйста, проходите за мной. Отлично. Отлично, друзья. Начинаем. Ага, здесь еще турникеты. Угу. Тут нельзя.
Так, мы здесь уже оказываемся на брусчатке. И как будто бы на крыше города. Вот если самый безопасный способ посетить крыши Петербурга, это вот в таком виде. И, кстати, кот очень похож на кота, который на Малой Садовой. Копия кота на Малой Садовой. Ой, еще там у нас крыша. Еще-то один котик торчит. Плюс опять очередной интерактив в виде игры. Хорошо, хорошо. Двигаемся дальше. Тут что-то у нас про погоду. 35 с половиной. Ну и в 23-м году было 93, всего лишь 90. Значит, часть экскурсии, которая называется «От слов к делу», видимо, промышленный Петербург, медицина, фармацевтика, цифровые технологии. Все об этом здесь рассказывается. Смотрите, такой вот интерактив. Берем шарик и внесите свой вклад в цифровые технологии. Чтобы получить шарик, пройдите задание. Но я и шарик и так взял. И что происходит? А он поедет куда-нибудь? Видимо, то есть надо соберите умный город как-то куда-то. И шарик должен поехать. Ну-ка, а где, куда мне его покласть, чтобы он поехал? Я его сюда, например. А, это на Любилово, оно никуда не поедет. Ты должен шарик просто выиграть и обратно его выкинуть. Что ж. Так, здесь, я не знаю, кто видел или нет, можно спустить судно на воду. Здесь есть такой рычаг. И картинка никак не связана с этим рычагом. Вы просто со всей силой давите на него. И якобы у вас ледокол Росатомфлота, привет Росатому, спускается. Видите сюда? Вот, и тут опять шарик. А странно опять. Ну вот я его сюда сейчас кину. И ничего не происходит. Я думал, эти шарики будут полетать по этим трубам. Но нет. Что-то это какое-то налюбилово. Здесь надо взять псевдолейку и псевдополить что-то. А что должно произойти? Оно расцветает. Если льешь? Если правильно что-то сделать, да. Потому что... А можно втроем лить? А тут... А какие яркие зоны не А хватает? тут ничего нету в них. Что это? Полей бюджет города. Полейте дерево. О, Ой. полили хорошо, вода дошла. Не, надо просто, может быть, ставить это и... Вот, Ой, видите, деньги все зацвели, начали деньги спускаться, зацвели. да, и денежные цветы. Бюджет города. А, растет бюджет. Растет, отлично. Ладно. Такой вот непонятный интерактив. Чек. Александр, конечно, все зависает. Зависает не потому, что связь плохая, а потому, что придушивают интернет. Точнее, YouTube. Можно поставить качество похуже и... Возьмите табличку, подсветите достижения здравоохранения. Окей, так, можно я тут чуть-чуть наведусь? Нет, не наводится. Ой. Ладно. В Петербурге развивают
транзисторы нового поколения на кремниевых подложках. Вот такие вот тайны. Запоминайте последовательность, зажигайте кнопки в правильном порядке. Теперь вы. Ну-ка. Легко было, да? Так. Качество видео, наверное, можно поставить поменьше, и тогда все будет хорошо. О, почувствуйте себя этим лоцманом. Можно тут это полный вперед и сесть на мель. Очень интересно. Прям если вот это... А что, он крутит руль и вот это меняется? Да, или это оно да. само по себе? Нет. Зависит, да, от него? И что, куда, в Финляндию пошли? Я же тут На рыбалку? шар было видно. На рыбалку пошли? Нет? Да. Финский залив. Вот. Слушайте, детям это классно, наверное. Так, ладно, пойдемте дальше. Петербург — это вклад. Петербург — это лидерство. Петербург — это рекорды. Окей. Так, голосуем. Прыгать мне в этот бассейн шариков или нет. Всем привет, хорошего стрима. Свет знаний. У нас тут стрим, конечно, подвисает жестко. Висим максимально. Надеюсь, у вас ничего не висит. Все настроение приподнято. Так, здесь что? Всесезонный морской курорт Горская. Ну, это, слушайте, да, это курортный район. Это уже точнее, перед Сестрорецком собираются строить новый морской курорт с причалами пирсами для яхт, с инфраструктурой, как я понимаю. И мало кого, это прямо на Финском заливе, и мало кого заботит, что вдоль Финского залива там заказник. Вот, но ничего, подвинется, да? Подвинется, ничего страшного, считают власти. Деньги, опять же, кто вот это, вот они вот это для яхт собираются строить, а у нас что, мореплавание так это в Петербурге развито, да в России в целом, я чувствую, нет. Так, куда мы? Роман, прыгать. Я думаю, слушайте, я сейчас вернусь. Я думаю, родители тех детей, которые, ну, не родители, которые купаются, а дети, которые здесь купаются, их родители меня не поймут. Я не буду рисковать. Я буду, видимо, отсюда выдворен с позором. И это меньшее из зол. Худшее — это сопровождение людей в форме. Так, что у нас? Петербург — это будущее. Кадры аэропорта Пулково показывают нам. А здесь какая-то железка, которую новую собираются строить до Москвы. Видимо, новые мосты. Возможно, это Охтинский мост, который планируют как-то все. Это опять река Карповка, общественное пространство. Это, видимо, у нас уже Петергоф. Ой, Петергоф, говорю, Балтийская жемчужина. Так, это у нас Никольские ряды, фонтаны. Ну ладно. Так, здесь какие-то звуки бьющегося сердца, видимо. Все фотографируются с сердцем. Петербург — это любовь.
можно, видимо, встать на и подарить свою любовь Петербургу. Странно, что не Петербург делится ей с тобой, а именно бегущая дорожка от тебя к этому сердцу. Было бы прикольнее, если бы от сердца к тебе Петербург бы делился с тобой любовью. Да, ну ладно. Что имеем, то имеем. Привет из Индии. Привет, Индия. Как ты там? В зале Вот. и подумайте о том, за что вы любите этот город. Каждый из нас наполняет Петербург силой и, конечно, любовью. Когда мы едины, его сердце сияет ярче, а алые паруса наполняются попутным ветром, чтобы продолжать свой величественный путь и оставаться самим собой, таким, каким мы его любим. Ведь Петербург – это и есть любовь. Вот так. Идем в следующий зал. Так, здесь какие-то уже у нас комнатки. Опять с викторинами. Станьте частью портрета поколения. Так, а здесь что? Ставьте свой след в истории Петербурга. Так, и что здесь можно сделать? Фотографии в течение нескольких минут появятся в атриуме, также на портале «Портрет поколения» в Центральном государственном архиве. Ну-ка-ся, давайте. Ваш след в истории. Начать. Здесь вы можете сделать фото, и через несколько минут ваш портрет. Каждый из нас несет. Давайте сделаем. А что, секунды идут или надо нажать? А, полностью влезала в рамку. Подождите. А надо нажать, да? Блин. Это глупо будет выглядеть глазами вниз. Ну, как-то так. Ладно, дальше. Ага, Фила. Ну, тут как бы, блин. Давайте вот так вот сделаем. Так, что мы работаем? Да? Вот так вот. Далее вы занимаетесь гуляем по Питеру. Далее наше любимое место Питер. Далее. Так, ваш номер. Вот, все запоминаем QR-коды и потом проверяем. Начать заново, пожалуйста. Вот в прямом эфире занимаемся такой штукой. Расскажите о себе петербуржцам будущего. Вот так. Ну, тут много, слушайте, таких мониторчиков. Обратная связь. Можно что-то написать. А это еще не выход. Ой, а мы, может быть, сейчас здесь в атриуме окажемся, себя увидим. Ой, что-то проходит здесь. Я, наверное, себя попытаюсь сейчас найти.
Первый раз родила, второй раз родила, да, и все. А говорят, что будете хотя бы на месяц реабилитации, хотя бы на месяц выдачу, потому что 5 лет начнется. То есть выход из ситуации вот такой, другого господи. Если я смогу быть. Не совсем понимаю, что происходит. Здесь у нас что там какие-то детские народные пляски гулянские. Видимо, этот атриум, и здесь вот эти фотографии, которые вот мы только что фотографировались, они появляются здесь с какой-то периодичностью. Давайте поднимусь я наверх. То есть пока фотографии не меняются, я себя здесь не вижу. О чем речь, я не понимаю. Так, давайте пойдем здесь по ходу часовой стрелки пойдем. А можно спросить, о чем они беседуют, не в курсе? Они. Не-не. Очень важно. И всем так интересно там, да? Там все они там сидят. Понятно. Вот так вот. Специалисты здравоохранения присутствуют. Ну и про кадровую политику тут у них беседы ведутся. Хорошо. Мы продолжаем гулять по выставке. Загадки. Обратился. Непонятно. О, сейчас фотографии менялись. Вот он я. Вот он. И пропал. А что, куда я делся-то? Верните меня назад. Я внизу. Я вот в самом низу нахожусь. Блин, ну ладно. Пойдемте, кружок сделаем. Может быть, мы тут не сразу пропадем, и еще где-нибудь появимся, я вам покажу. Тут книги, слушайте, Жуковской. Автопортреты и портреты другие, которые рисовал Пушкин. Александр Сергеевич. Книжки, сказки, сказочные города какие-то, городки. Да. Ну, тут что-то все, вся история про Пушкина, как будто бы. Хотя нет, тут и Гоголь. Так, здесь кто что? Памятная медаль к столетию со дня смерти Пушкина. Письменный прибор 33 богатыря. Вот он. Ладно. Я, конечно, не понимаю, куда нам там дальше идти отсюда.
Золотая рыбка. Детские рисунки. Так, лектории, туалеты. Ладно. Это они, конечно, лектории-то хорошо забахали во время воскресенья. Во-первых. О! Опять мы по кадру в центре. Вот так вот. Так, здесь буфет имеется где-то недалеко. Ну, я так понимаю, что мы где-то уже близки к завершению прогулки по выставке. А, буфет здесь и есть, да, нет? Едой не сильно тут пахнет. Хотя да, буфет, слушайте. Влад, привет. Да, здесь буфетик. Раздача, сдача, касса. Ну и даже, скорее всего, мы неправильно, что здесь зашли. Вход с другой стороны был. Но я вот чисто так, оп. Да, видимо, вот там, вон столики. Уж извините, я тут так, сам первый раз, что называется, поэтому, ну, буфетик и как буфетик. Чистенько, светленько, хорошо. Ладно, все, были, посмотрели, пойдем дальше. Искать пути отступления и, возможно, продолжение экскурсии. Ну что, тут еще такой экран. Можно еще раз себя сфотографировать? Так, здесь почему-то входа нет. А, здесь уже выставка «Россия. Моя история». Это уже платная история. Как бы странно ни звучало. Так, что у нас здесь? А, все. Мы пришли ко входу. Мы пришли ко входу. Здесь опять туалеты. Опять туалеты. Опять здесь ожидающие экскурсии с гидом. В принципе, можно, раз у нас тут связь восстановилась, можем на второй круг пойти. Как вы смотрите на такое? У нас сначала плохонько так это пошло, поэтому кто еще на стриме, давайте. Здесь у нас железная дорога Санкт-Петербург-Москва. Что, как, есть желание еще кружок сделать со всеми вот этими интерактивами, которые должны быть, которые мы вначале пропустили, и то, что связь у нас тут рвалась и гасла. Ну, кто у нас на стриме еще способен писать, читать? Слушайте, давайте даже так. Я сейчас гида ждать не буду. Мы сейчас здесь сделаем маневр запрещенный опять.
Я вот опять сделаю то, что никто не делает, но я эту очередь обойду, и, конечно же, мне никто ничего не скажет. Гида мы ждать не будем, потому что он сильно ничего много интересного не рассказывает. Ну и пойдем как есть. Вот, пойдем как есть. Здесь... нет, нам осмотр выставки с гидом каждые 10-15 минут. Нет, мы сейчас здесь так не окажемся. Нам придется сейчас подождать все-таки. До начала путешествия осталось 8 минут. Вот. А без гида можно уже зайти? Вот только с гидом. Ну, как, ну, как и... Вы Чего? снимаете для какой цели? Для себя. Не, просто, может быть, мало ли вы какой-нибудь операторской деятельностью занимаетесь? Ну, когда снимает человек для себя, это операторская деятельность? Я имею в виду для какого-либо канала? Нет, ну для какого-то канала вот сейчас со мной 23 человека. Я просто понимаю, что гид сейчас приведет к телеку, а после него про эти арки расскажет и пропадет. Правильно же? В целом, это не так все быстро, как вы думаете. Молодые, здесь входа нет. Сбор за синим Ну леером. ладно, Пожалуйста, будем в ждать. порядке общей очереди. Или не ждем? Как вы? Давайте. Алена, да, согласны? Просто мне бы было бы... Я к чему спросил-то? Мне было бы сейчас удобнее без толпы пройти и быстренько, и все. Благодаря девушке, можете ее поблагодарить. Спасибо. Сегодня пройти в определенном порядке. Я, честно, я признаюсь, я иду на второй круг, потому что я с толпой, это было тяжело. Ну, проходите. Сейчас Да, за спасибо. вами будет толпа, типа, Да, я вперед нее побегу. Спасибо большое. Итак, выставка начинается, и движемся такими лабиринтами по всем залам. Все залы тематические, не повторяются. Также здесь можно смериться с Петром, сфотографироваться с его ростом. Собственно, следующий же сразу зал. Так, тут уже бегут. Следующий же зал, здесь будет небольшое кино, буквально на 3 минутки, а может быть даже и меньше. Зал здесь небольшой. Помещается людей гораздо, вот сидеть гораздо меньше, чем есть посадочных мест. Половина будет, уверен, стоять. Показывать я не буду дожидаться. Вот. Переходим в следующий зал. Каждый, вся вот эта арка, весь этот пролет разделен на 5 частей. Нет, 5. Вру. На 4 части. Часть деревянная, часть кирпичная, там уже оштукатуренная и бетон. То есть на какие-то эпохи. Деревянная, скажем так, это еще Петровская вся история. Петропавловская крепость, макетик. Как раз еще с каналами, которые сейчас уже засыпаны. Вот. Есть интерактивы, опять же, попроверять, как планировалось осуществить Петром строительство города. То есть вот у нас Васильевский остров, Петровская сторона и уже материк, да. Якобы стена должна была быть крепостная вокруг города. Кто-то даже умудряется находить на берегах Невы остатки. Здесь можно посмотреть, что в вашем году рождения или в любом другом году в Петербурге происходило интересного. Таких экранов здесь, по-моему, 8 штуков. Ну и тематически разделено. То есть Петровское время, вторая половина уже, точнее первая половина 19 века.
Здесь 20 век, ну и век 21. Ну и вот эти на полу даты, 4 даты, это даты самых больших наводнений в Петербурге. Ну и самое большое, конечно же, 1824 года, и разрушительная Нева поднялась до отметки 4 метра 21 сантиметр. Это было тяжело. Хорошо, идем в следующий зал. Петербург – живой организм. Есть такая у нас интерактивная карта, встречает, на которой можно нажать кнопочку, и у нас засветятся, сейчас нажимаю, объекты медицины красным подсветились. Транспорт будущего. Так, что здесь вот у нас? Здесь встречает Петергоф. Там как раз вот СКА-арена, Смольный собор. Ну тут так, немножко географически Петербург, конечно, выкручен. Так, давайте пульс города попробуем поймать, настроиться. Ну или пульс города настроится на нас. О, господи, вот это у меня пульс-то низкий. Слышите? Сейчас узнаем, у кого тахикардия. Тоже неплохо. А без чего город не может существовать? Попробуй отгадать. Угу. Короче, тут и, как и для взрослых, в принципе, проверь себя. Это какие-то школьные здания. Но и так и, конечно же, для детей. Так, самый безопасный способ сходить на крышу Петербурга. Это здесь. Потрогать кота. Точная копия кота на Малой Садовой. О, давайте угадывать. А можно с вами? О, Бурсеницын. Съездите, хорошо. И Севкабель рядом, и морской пассажирский вокзал, который уже не вокзал, но сходить можно. Газгольдер. Да, планетарий номер 1. Это даже написано на обводном канале. А сколько было вопросов? 3 всего лишь. Ну, я хочу. Они повторяются? А там по-разному должны быть. Хотя нет. Так, ну понятно, Брусницын, поехали. Далее. Так, опачки, вот это сложнее. Так, что, музей Гранд Макет, музей Банка России, Центральный музей связи имени Попова, музей истории денег. Точно не денег, я такого там не помню. Ну давайте музей Банка России. Ха-ха. Тоже хороший, рекомендую. Если что, ну опять бы. Он 2 раза был. Вы меня вот зонтик. И вот здесь есть лестница, и можно подняться на крышу. Так, ладно. Сплоховали, ладно. Заработали щелбан. Самая высокая температура, самая низкая, 93 солнечных дня в 2023 году. Культурное наследие. О, дома. Слушайте, тут у нас и неоклассика, тут и представители классического модерна, и неклассического северного модерна. И, о, смотрите, цвета Петербурга. Любимый ваш цвет города по РАУ, РГБ и по КМЮКу. Посмотри на меня. Так, что здесь вы прошли, я тоже хочу. Ребят, будем проходить по-быстренькому. Так, что такое, какой объект в каком году будет отреставрирован? Откуда я знаю, когда он будет отреставрирован? Что? Большой гостиный двор.
А как это было узнать? Я что, ясновидящий, что ли? Остаться. Ну давайте, я не знаю, я прям... Неправильно. Так, я плохо вас держу. Неправильно. Так, правильно. 28-й год. Что у нас в 28-м году собираются реставрировать? Невский или гостинку? Кого тут реставрируют? 27-й год. Ну, у нас остается мало вариантов. Далее. Часы на Думской башне. Ну, конечно же, часы на Российской национальной библиотеке, конечно же. Ну, давайте. Так, давай, тыркай далее. Так, что, зал театра Шаляпина, концертный зал на Английской набережной. Давайте театр Ленсовета, малый зал консерватории. Ну да, вот очень похож на Ленсовета. А вы на желтый. А оно тут как бы, я уже, тут главное давить. Да. Давай. А, все. Ладно, все. Так. Можно и в летний сад не ходить. Так, извиняюсь. Так, здесь история про какие-то постановочки, и через вот эти вот телефонные трубки практически, но без микрофона, можно послушать, что происходит сейчас на картинке. Просто берем и прикладываем к микрофону. Не знаю, слышите вы сейчас что-нибудь или нет, что происходит. Но что-то происходит. Ладненько. Оп. Там впереди нас ждет еще... и здесь что-то... Первые фонари в России появились в Санкт-Петербурге. Опять же, фонари какие? Газовые, да? И вот тут имитация газового фонаря. И здесь, здесь вообще масляный фонарь. Имитация. Они-то, конечно, сильно коптили. И приходилось каждый день очищать стекла. На 1960-й, это уже 24-й год современный. Для кого как. Ностальгии тут не запахло. Ленинградский диван, классика 20 века. Это вот имеется в виду про эти скамейки, которые как бы анатомически должны повторять изгиб позвоночников. Так, давайте не так. Я вот так вот на себя переключу, и что происходит? Берем эту штукалянцию, подносим к уху. О, Александр Бенуа. Мои воспоминания. Достаточно? Надеюсь, достаточно. Нас начинает догонять толпа, перед которой мы сейчас зашли. Так, здесь зал какой-то, конечно, с искусственными деревьями, но тоже, слушайте, с интерактивчиком, с экранчиками, на которые можно что-то потыкать, что-то поугадывать, что-то поузнавать. Дом для растений, экология. Так, здесь мы подходим, скорее всего, это набережная, хотя сильно не похоже. Это Крестовский остров. Это вот пешеходная зона, которая сделана на Крестовском. Вот она с такими видами на ЗСД. Так, здесь общественное пространство вдоль реки Карповки. Конечно же, осенне-весенний период.
Прикольно, прикольно. Ну и Петербург — это люди. Петербург — это люди. Как я уже первый раз в первом круге нашей прогулки сказал, это напоминает Гарри Поттера. Гарри Поттера и вот эта вот замечательная веселая женщина. Так она улыбается. Все серьезные, а она так вот улыбается хорошо. Вот. Это вот Гарри Поттер, это вот живые картины. Живые картины. И самое главное, самый главный интерактив, это в том, что на этом месте можете быть вы. Вы, друзья. Прийти и на себя посмотреть. Так, что здесь? В Петербурге живут котики. Котики. А здесь, видимо, Кандинский или какая там нейросетка нарисовала котов. Они в стиле 18 века, 19, слева 20 и 21. Пойдем. Петербург — это забота, поддержка, доброта. Чудеса физики, поляризационные фильтры. Берем стеклышко, отходим на какое-то расстояние и все видим. Ничего не видим, все видим. Конечно, тут так подзаляпана вся история, но никакой магии, только физика. Я тут еще попасть не могу в эту держалку. Темно было. Так, здесь что-то. Начало пандемии коронавируса. О, это, наверное, что-то страшное должно быть. Пандемия стала настоящим испытанием, говорят мне там в ухе. Так, здесь дети Мариуполя. О, бо-бо-бо-бо. Ладно. Прям совсем современная история. О, тут надо помочь крутить. Здесь надо крутить все одновременно, и тогда он будет... Да, все. А еще, может, в правильную сторону надо крутить? Вот только, ну, я не знаю, тут стрелки. Вот вы прослушали Чайковского «Щелкунчик». Так, Михайловский театр. Борис Годунов, скорее всего, показывает нам. Оживить сцену. Нет? Или что надо сделать? Мариинский, Александрийский, Михайловский, БТ и ТЮЗ. Петербург — это душа. Здесь надо же какие-то эпитеты какие-то подбирать. Выберите 8-10 качеств. Вот так. Здесь мы оказываемся в Русском музее. Айвазовский, Васнецов и Натье. Задайте классику свой вопрос. Это я уже задавал один раз. Давайте что-нибудь тоже спросим. А, ты спрашиваешь справа, а слева тебе якобы отвечает. Задайте классику свой вопрос. Вась, не балуйся. Если задаешь вопрос, задавай. Вась, что у тебя за вопрос? Вась. Все, отходи, хулиган. Что будет, когда? Пойди Достоевского. Читай. Полезно.
для других людей. Ну и вот здесь слева должны... Еще памятник. Видимо, мальчику много сладкого дают. Так, книжные полки. Стихи Блока, а нажмите на любую. Памятник. На этой полке. Все правильно. У нас загорелись слова Достоевского. Филфак Санкт-Петербургского государственного университета. Нажми что-то другое. И Гоголь. Ну, слушайте, видимо, мы трансляцию немножко пообрежем. Самое начало, самое зависючее. Так, мост под названием «Переход от слов к делу». Здесь копия Чижика-Пыжика. Чижика-Пыжика. Можно уже потренироваться в кидании монеток в него. Самый простой способ и веселый для детей — это положить монетку ему где-нибудь на голову. Вот так вот. И все. И можно сказать, что вы Чижику-Пыжику на голову прям попали. Вот так. Так, здесь интерактив вообще непонятный. Картинка сама по себе, а ручка... Проходите, я вам... А ручку вот надо дергать, но она никак не связана. Просто берете и силой якобы... И якобы от ваших усилий Росморфлот спустил на воду новый ледокол. А вот эти штуки, они никак... Сюда на воду пустили, Не-не-не. Берем шарик отсюда. Так, Бросаем сюда. так. Вот сюда. Здесь ждем световой. Вот он. Ёлки-палки. Ваш вклад в построение Петербурга сделан. И если я это вот в любую кину, так Да. и будет. Двумя руками вниз, поехали. А чё я с первого раза этого не заметил? Промышленность запускаем. По той же схеме, пожалуйста, справа будут шарики. Ёлки-палки. И чё, я запустил промышленность? Я запустил промышленность Петербурга. И мне шарик. Я беру шарик, бросаю его туда. И импульс должен быть. Меня налюбили, импульса не было. А где импульс? Я хочу импульс. А почему промышленности импульса не было? Оп, а тут есть. И побежал. И куда туда убежал? Я не успеваю за импульсом. Ладно. Это ночью надо. Тогда все понятно. Берем шарик, кидаем в эту штуку и импульс побежал. Мы его не успеваем словить. Я буду сейчас все шарики, которые вижу, подрезать. Хоп. Ловим. Побежал. И куда-то он все стекается. И оно все стекается в этот бассейн якобы. И шарик якобы здесь выпадает. Ёлки-палки. Надо шарик сюда вот кинуть. И тогда вот светящаяся полоска побежит туда к бассейну.
Прям шарик туда кидай. Оп. И не... А вот там побежала. И там я кидал шарик. А тут не работает. Не, тут не работает. Ай, ладно. Та-та-та-та-та. Так, надо выиграл, чтобы кто-нибудь. Сейчас кто-нибудь выиграет, и мы шарик подрежем. Ладно, не будем здесь задерживаться. Я что-то затягивает меня эта вся история. Так, здесь можно почувствовать себя капитаном тихоокеанского судна. И здесь прямо история, руль связан со всеми этими навигационными приборами. Вот. Не знаю, связана ли вот эта вот история. Нет, она не это. Но она почему-то слишком вверх задрана. Ну ладно. В принципе, что, мы тут уже кружочек сделали. В бассейн не пойдем. Снова всероссийский морской курорт Горская. В курортном районе, который планируют строить перед Сестрорецком. Я уже это говорил вроде бы. Так, здесь какие-то технологическое будущее. Трубы-шмубы. Скоростные проекты будущего. Подождите, а как это? Москва, Санкт-Петербург. Высокоскоростная железная магистраль, которую планируют строить, по которой должны... Теперь мы не как на Сапсане за 4 часа доезжаем до Москвы, а за 2 часа должны будем. Для этого собираются строить новую скоростную железку. Ну а здесь, как я и уже говорил, сердце Петербурга, любовь. Петербург — это любовь. Вы идете, Матвей? Чего? Как я и сказал, что очень странно, что вот эти бегущие полоски идут от вас к этому сердцу. Как бы вы дарите любовь Петербургу, а не Петербург вам. В зале и подумайте о том, за что вы любите этот город. Каждый из нас наполняет Петербург силой и, конечно, любовью. Когда мы едины, его сердце сияет ярче, а алые паруса наполняются попутным ветром, чтобы продолжать свой величественный путь и оставаться самим собой, таким, каким мы его любим. Ведь Петербург — это и есть любовь. Вот так. Так, ну что, мы тут будем оставлять свой след снова? Ну, снова давайте не будем. Тут что-то много надо печатать. Здесь вы можете сфотографироваться, написать, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, откуда вы, петербуржец вы или приезжий. И ваша фотография окажется в атриуме, вот здесь, на этом интерактивном шаре. Так, здесь какие-то показательные бои проходят. Я здесь, возможно, сейчас найду себя. Хотя, возможно, здесь столько людей фотографируются за одно время. И, наверное, моя фотография уже уехала куда-нибудь. Такой вот здесь атриум. Ну да, я, скорее всего, здесь уже пропал. Ну ладно. Все, сама выставка уже гейм-овер. Все, закончилось. На улице, наверное... показательное выступление по муай-тай. Руководитель... Ну, в общем, тут вот в самом этом выставочном
комплексе Россия, это история, это, господи, ну, в общем, вы поняли. Там, где мы находимся сейчас. А что такое? Выход находится слева. Здесь уже не выпускают, да? Погуляйте еще, говорят, да? Там группа заходит, поэтому... Ну, можно вот обойти бегом-бегом, в буфет зайти, в туалеты и там выйти. Да. Занимаемся руководящей деятельностью, направляем... Ну, давайте я вам пройду здесь снова, кто недавно подключился. Расскажу, что здесь еще есть. Есть еще, получается, второй этаж. На втором этаже находится буфет. Ах, думал там пройти по низу. Герб Санкт-Петербурга. Я второй раз по третьему уже, получается, этажу, и, друзья, не пойду. Можно перемотать трансляцию и увидеть, там я уже ходил. Там что-то связано со сказками, Пушкин, Гоголь, еще что-то. Вот, ну и здесь буфет. Можно... Ой, как здесь прохладненько, хорошо. Буфет. Людей достаточно мало. Немногие сюда заходят. Поэтому очереди нет. Что-то, какие-то булочки, что-то перекусить, пиццу, все возможно. Ну и здесь сразу есть столики замечательные столики, где все это можно дело употребить. Все хорошо. Ну вот и все. Сейчас мы здесь спустимся вниз. Интересно, что это будет. Студия вокала. Девушка будет петь. Не понимаю, что еще за мероприятие и к чему оно сегодня приурочено. Непонятно. Вот смотрите, даже сюда на выставку ходят группами. Видимо, это коллектив какого-то предприятия, но затерянный в Петербурге стенд. И все, вот мы опять у выхода. Опять мы у входа, выхода тире. Очередная группа ждет захода. Карты Петербурга разных годов на экран здесь выводятся. Как развивался Петербург. Как менялись границы Петербурга. Как развивался город. Газифицировался, школы строились. Первые серийные телевизоры. Первый в мире атомный ледокол ушел из Петербурга. Первый в СССР дворец бракосочетания. Именно дворец, а не ЗАГС. Первый в стране Универсам, продовольственный магазин самообслуживания. 70-й год. 2009. Ух, как границы. В путь отправился первый Сапсан. Введен комплекс защиты от наводнений. Эта дамба зафункционировала и Неву перестала, точнее Нева перестала топить. Открылся стадион Газпром-Арена, 16-й год. Завершен западный скоростной диаметр.
18 год построено самое высокое здание в России и Европе, Лахта-центр. Первая в мире плавучая атомная электростанция. Самая крупная в стране скоростная дорога М11 и первая в стране производство вакцины от COVID-19. Самый крупный хоккейный стадион СКА-арена. Как я вначале говорил, когда мы мимо СКА-арены проходили. Беспилотные тракторы «Кировец». На Кировском заводе строятся, как ни странно. Опять же, самая большая школа в стране. Вот вопросики, хорошо ли это? Ну и макет. Опять в очередной раз говорю, Санкт-Петербург, Москва. Новгородская область, Тверская, Московская. Ладно, идем к выходу. Вот опять, видите, вот эта очередь. А я вам уже показал, как это все дело преодолеть. Так, я вижу, дождя нет, светит солнце, поэтому мы сейчас с радостью идем, забираем то, что мы оставляли в камере хранения, и выходим наружу, внаружу. Так, слава богу, все на месте. Ничего не пропало. Хоп, хей, ла-ла-лей. Так, не знаю, у нас должно быть слышно. Опять же, вот смотрите, сцена. Так, это мы вышли, сейчас произошел реконнект. Так, здесь я немножко встану. Друзья, вот такая выставка «Мой Петербург». Напомню, это станция метро Парк Победы. То есть по пути нам пришлось пройти заодно и через Парк Победы, посмотреть на все эти замечательные пруды. Тех, кто остался, наверное, могу пригласить прогуляться в обратную сторону через Парк Победы. Кто только что подключился, сейчас почитаем, что тут написано. Так. Да, так я. Ну, 31 человек на стриме, но никто не пишет. Только вот Алена откидывает вариантиков. Такое творят. Ну что, и как есть силы, я сейчас пойду в сторону метро. Ой. В сторону метро, могу взять вас с собой, могу не брать. Могу что-нибудь придумать
Другое. Мы в Московском районе, да? Да, вроде. Московский проспект рядышком. Прям здесь. Но никто ничего не говорит. Кто-то даже уже отключился. В принципе... Можно бы так себя подальше отвести. И пойдем по полю с конем. Вот такой выставочный комплекс, интерактивный выставочный комплекс «Россия. Моя история». Мой Петербург. Вот этот баннер сейчас желтенький на стене. Выставка проходит с 30 мая по 1 октября. В описании к видео есть ссылка на сайт этой выставки. Соответственно, можете зайти, ознакомиться, если что-то надо. Так, на телефоне хорошо. Но, видимо, на телефоне хорошо не зависает стрим, я так понимаю. Ну вот, есть такая информация, есть такие данные обобщенные, что Ростелеком у нас пока хорошо блокирует YouTube, затормаживает на проводном интернете, а вот на мобильном что-то они еще пока не научились. Давайте пройдемся в сторону метро, пройдемся через Парк Победы. С Легонца тут идти буквально минут 15 от силы. Сейчас с левой стороны по ходу нашего движения улица Бассейная. Не путать с той улицей Бассейной, по которой ходил Рассеянный. Это не та улица. Это уже ту улицу переименовали в улицу Некрасова, а здесь на Парке Победы перенесли, скажем так, название. При Маршаке улица Бассейна была, где современная Некрасова. Вот ладно. Еще раз оглянемся направо. Здесь флагштоки с флагами Российской империи, 3 флага Санкт-Петербурга, 3 флага современной России и 3 флага Советского Союза. Ну и там у нас вот как раз СКА-арена, самая большая хоккейная арена в Европе. Сейчас я на светофор не успел, поэтому мы сейчас постоим здесь, поозираемся во все стороны. В этом районе должны были быть самые престижные площади, как мне понимается. Ну, при Сталине это планировалось так, когда должны были перенести весь административный центр Петербурга из исторического сюда, на площадь, на Московскую площадь, станция метро Московская. Даже построили новое здание административное, но война внесла свои коррективы в эти планы. В те годы вот на данных территориях были чуть ли не совхозские угодья, капусту тут ростили, еще что-то. Вот я натыкался на фотографии. То есть всех этих еще хрущевок, этих пятиэтажек не было построено. Здесь были совхозные поля. Когда-то. Вот мы сейчас перейдем проспект Космонавтов и сразу... Космонавтов же это? Я могу перепутать, но вроде нет, не путаю. Сейчас переходим дорогу и сразу заходим в Парк Победы. Здесь прямо на углу есть вход.
Не знаю, как у меня тут сейчас по батарейке. Наверное, желательно подключить сейчас пауэрбанк будет на всякий случай. Сейчас мы тут у лавочки сделаем остановку техническую. Да, СКА-арена, конечно, по сравнению с тем, что была, стала раза в 2 больше, как будто бы. Но по площади крыши точно. Ой, давайте сейчас не здесь на лавочке сделаем остановку, а прямо у прудика. Смотрите, тут бегунов много. Люди, кто недалеко здесь живет, выбирает этот парк для занятий спортом, по всей видимости. Ну а что, хорошие грунтовые дорожки. Бегать одно удовольствие, наверное. Как минимум, когда они сухие. Вот, видите, в парке здесь можно взять на прокат лодочку. Мы, кстати, даже сейчас пройдемся по берегам этих прудов. Пруды имеют тоже свои замечательные названия. Есть и Адмиралтейский, Детский, ну как-то так вот все обозвано. Наверное, я про Парк Победы когда-нибудь сниму отдельную прогулку, видеопрогулку. Где можно было бы рассказать что-нибудь интересненькое. В прудах, как мы понимаем, водится и рыба, потому что чайки здесь чем-то точно питаются. Кто тут так пищит? Что за птицы? Здесь есть такие эти водоплавающие курицы, как я называю. О, только что здесь кусок хлеба лежал и лежит. И какая-то рыба его, видимо, кушает. Разводы на воде. Парк шикарный. Так точно. Так вот, водные курицы, я говорю, у них такие лапы, вроде там и не перепонки, а как у куриц. Но они, заразы, плавают. О, в парке есть как минимум 2 водоканальных туалета. Сейчас они бесплатные. По крайней мере, это лето, не знаю, как следующее. Так, за счет города дотации выделяются водоканалу, и он эти туалеты бесплатно обслуживает. Так что вы здесь не будете вынуждены бегать по кустикам. Здесь в парке есть детская зона такая с этими аттракционами. Вот сейчас у нас там за забором. Проспект Юрия Гагарина. Сарямба. Тут немножко я сейчас запутался в последовательности. Ну да, видимо, космонавтов следующий, там, где радуга уже. Ну я не знаю, что вы идете между каждый раз. Конечно, не Диво остров, но вот на лодочках проплываете под такими мостиками. Вот этот пруд маленький, это часть, это детский, по-моему, пруд. Слева другой пруд, свое название имеет. Так, сейчас я думаю, как пойти. Выйти ли на центральную, аллею. Ну, мы по центральной, слушайте, заходили. Давайте пойдем по этой стороне парка, наверное. Сейчас я, подождите.
Я к воде подойду, чтобы сориентироваться. Там как раз есть такая дорожка между прудами. Да, вот она дальше. Надо нам переходить. Практически не слышу машин. Тут вот только шуршание камешков под ногами, пищание вот этих непонятных птиц, ни до уток, ни до куриц. И все. Классно. Мне даже сказать-то нечего. Слушайте, я вот сейчас иду по сторонам, озираюсь. И так нравится, так хорошо, такое умиротворение. Очень много воды вокруг, это классно. Дорожек. Тут, конечно, вопросики к лавочкам. То есть они лавки как-то сконцентрированы в определенных зонах. А так вот, чтобы вдоль дорожек были лавчонки, это, конечно, как по мне, наверное, минусик. Так, вот там слева пирсы, но лодочная станция вот у нас сейчас по ходу нашего движения будет справа в этом прудике. Не все пруды между собой связаны, поэтому тут тоже надо с осторожностью подходить к выбору того пруда, на котором вы захотите арендовать лодочку. Помимо лодочек еще есть, я вижу, катамараны. Вот там 2 штуки слева, прямо 1 штука вижу. Вот, можно еще и поработать ногами при желании. Так, мне уже камешки в кроссовки насыпались. Это, конечно, такой минус жирный иногда бывает. Именно вот минус данного покрытия. О, слушайте, а здесь туалеты платные, хотя есть 2 бесплатных на территории. Очень странно. Так, здесь строение «Привет, Советский Союз». А давайте узнаем. Давайте я вам покажу, сколько что стоит. Прокат лодки 1 час 500 рублей. Прокат водного велосипеда 1 час 500 рублей. Залогами является удостоверение личности, паспорт ученический или студенческие билеты в залог не принимаются. Сотовый телефон, денежный залог в размере 1000 рублей. Вот так. Так, кому-то тут одевают спас-жилеты. Видимо, детям. Ну и желающим. Так, в общей массе я вижу, что люди без спасательных жилетов плавают на лодочках. Много, слушайте, вот я и вот в пруду слева, и в пруду справа много людей. Я вот так и не понимаю, дождь был, как будто бы был, но было и прошло, по всей видимости. Интересно, вот эти 2 пруда, по-моему, между собой связаны. У нас впереди будет мостик, и под этим мостом, скорее всего, они как раз и проплывают. И это мы вот идем только по одной из сторон этого парка. Вот он еще вправо сильно уходит. Там такая более зеленая, более заросшая часть.
более глухая такая, как по мне. Ну, по крайней мере, мне так помнится. Уточков много. Ой, ну перед этим же день совсем не солнечный был. Там такая туча с севера шла, что я думал, это будет до вечера, до ночи поливать. Ну вот, сейчас нет. Пока мы как раз были в музее, видимо, все пролилось. Слава богу. Я уже думал, сейчас буду доставать дождевик, зонтик и в таком виде шлепать до метро с сырыми ногами. Но нет. Слава богу. Все закончилось. Точнее, все прошло. А что-то у нас в прошлую прогулку зонт не помогал. Никак. Вот, это вот катамаран, это они называют водный велосипед. Да, и вот тут под мостом видимо, кормой вперед это удобней плавать. Ладно. Девушкам простим. Есть такой забавный особнячок в парке. Сейчас я гляну, что это. Там саксофонист играет. Да, что это у нее в руках? Снаряд. В прудах есть небольшие островки. По большому счету утки именно на них и ночуют. Ну и так хоть гребсти не скучно, можно что-то огибать, оплывать. Какой-то есть тоже интерес, а не просто по такой открытой глади скользишь на лодке. Ну и вот тут как раз уходят тропы направо. Купаться в прудах, как мы видим, запрещено. Здесь есть пруд под названием Очки. Как раз вот этот, по-моему, как раз мимо него сейчас проходим. Он по форме как очки. Заросший. В него, ну, и вода прозрачная при том, при всем. Он по форме как очки. И два острова кругленьких. То есть все рукотворное. Все рукотворное. Друзья мои, мы уже подошли к станции метро. Вот она у нас на подходе. Поэтому сильно дальше гулять по Московскому проспекту не буду. И так у нас тут очень что-то сильно затянулось
подвисанием трансляции, с моей попыткой подключиться к Wi-Fi музейному. Когда у меня с сотой попытки это удалось, стрим, я думаю, пошел дальше нормально. Ну, очень долго, если шлепать по дороге. Вот, но получилось. К чему? К тому, что стрим будем заканчивать. Я сейчас прикину, что сделать дальше. Тут недалеко есть самая старая, да не старая, в общем, самая разрекламированная советская пирожковая. Прям тут вот через 2 дома буквально пройти. Может быть, сейчас схожу туда. Если там сильно очереди нет, куплю якобы советских пирожков по советским рецептам. Вот станция метро, Парк Победы за моей спиной. Такая выставка «Мой Петербург» до 1 октября. Соответственно, кто в Петербурге, кто приедет до 1 октября в Петербург, сходите, это бесплатно. Людей немного, в принципе, ждать не приходится. Поэтому спасибо, что были со мной. На этой неделе что-то все стримлю. Всем пока.